Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить необычное песто из брокколи. Оно прекрасно подходит для тостов и брускет, и также вы можете с ним приготовить потрясающую пасту, рецепт которой вы найдете в конце этого видео. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Нам потребуется крупный или средний вилок брокколи. Разделите его на более мелкие соцветия вот таким образом. Кстати, вы можете использовать в этом рецепте также замороженную брокколи. Брокколи можно приготовить двумя способами. Либо в пароварке, либо как я вам буду показывать. Я буду немного отваривать ее в несоленой воде. Я использую большую 5-литровую кастрюлю, чтобы брокколи была полностью покрыта водой. Сначала вода должна закипеть, затем выкладываем в нее брокколи и накрываем крышкой. Брокколи отвариваем 3-4 минуты максимум. Также подготовьте емкость с ледяной водой. Можно добавить кубики льда, если вода недостаточно холодная. Перекладываем отваренную брокколи в ледяную воду, а воду из-под брокколи, в которой она варилась, не выливаем, она нам пригодится. Откиньте брокколи на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. А теперь давайте подготовим следующие ингредиенты. Нам потребуется пучок базилика. Использовать мы будем только листья, поэтому отделите их от стебелька. Также потребуется небольшой пучок молодой петрушки. Несмотря на то, что стебли там мягкие, все равно мы будем использовать только листья. Затем нам понадобится 100 грамм пармезана. Нарезаем его вот такими небольшими кусочками. Я буду использовать 2 зубчика чеснока. Если вы любите чеснок, можете использовать больше. Также нам понадобится 1-2 половника воды из-под брокколи. Растворите в ней 1-2 чайных ложки соли. Также нам понадобится кухонный комбайн, процессор или блендер. Пересыпаем в него порционно 20 грамм кедровых орехов, чеснок, небольшое количество сыра, брокколи, добавляем зелень. Если у вас небольшая чаша, то не старайтесь перемолоть все ингредиенты с первого раза, лучше это делать порционно. Добавляем также воду от варки брокколи, закрываем и начинаем взбивать. Затем добавляем следующую порцию ингредиентов и также пробиваем блендером. Все дополнительные ингредиенты, которые мы использовали, я уже с помощью блендера превратила в однородное пюре. Но у меня еще осталось большое количество брокколи, поэтому сейчас я освобождаю частично чашу и дальше буду продолжать взбивать брокколи. Перемалываем и превращаем в пюре оставшуюся брокколи таким же образом, порционно. Периодически можно добавлять воду от приготовления брокколи, если масса станет очень густой. Посмотрите, какая однородная масса у нас получилась. Я думаю, что этого количества будет достаточно, а остатки брокколи я использую для приготовления пасты для украшения. Аккуратно перемешайте массу до однородности.
Обязательно попробуйте на вкус и добавьте небольшое количество соли, если ее было недостаточно, и также свежемолотый перец. Перемешайте все ингредиенты. И добавляем 1-2 столовых ложки сока лимона. Также добавляем 3-4 столовых ложки оливкового масла и вновь перемешиваем все ингредиенты. Песто готово. Теперь я вам покажу вариант приготовления пасты с этим песто. У меня свежая паста, это домашний феттучини, рецепт которого вы также найдете на канале. Отвариваем в той же воде, только подсаливаем, в которой у нас варилась брокколи. Свежая паста варится буквально пару минут после закипания. Паста готова, сливаем воду. Затем в этой же кастрюле, в которой варилась паста, смешиваем пасту вместе с нашим песто из брокколи. Регулируйте количество песто в зависимости от количества пасты. Делайте все очень быстро, потому что пасту нужно кушать горячей. Выкладываем пасту в глубокую тарелку. Сверху добавляем еще немного песто, если понадобится. Натрите небольшое количество сыра пармезан. Украсьте пасту листиком базилика, добавьте оливковое масло. Добавьте еще несколько маленьких соцветий брокколи. Можно придать нотки пикантности со сладким чили, и наша паста готова. Вот так быстро можно приготовить потрясающую пасту с песто из брокколи. Но также вы можете остатки песто переложить в банки и использовать его для брускет. Хранится он не очень долго, поэтому либо замораживайте, либо очень быстро съедайте. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!